Если в этом году не купил квартиру, то это плохо поработал. Новый год. В Польше народ не особо любит работать. Сегодня уже поздно покупать квартиру, поздно покупать биткоин. Ну, почему вы так относитесь к клиенту? Он же недовольный, он же уйдет от вас. Я, говорит, я канцелярская крыса. Это ж сколько нужно было сделать неправильных действий, чтобы дойти до этой точки в жизни. Что ты хочешь через 5-10 лет? Не всем квартира в Польше нужна, не всем ипотека нужна в Польше. Ученые собрали секрет успеха. Как сделать, чтобы этот бизнес получился? Да, и в какую нишу зайти? Вы на канале About Польша, где мы говорим про жизнь и бизнес в Польше. Добрый вечер, очень хотите. Еще раз. Вы на канале About Польша, где мы говорим про жизнь и бизнес в Польше. Сегодня важная тема, которая называется «То, о чем я хотел бы знать в начале». В начале, когда приезжал сюда, мы с Виталием Юрьевичем прожили здесь уже 10 лет, и поверьте, нам есть что сказать, есть истории, моментики, тонкости, о которых нужно знать сейчас. Поэтому сегодня в этом видео вы услышите квинтэссенцию, всю ту выжимку наших 10 лет жизни и бизнеса в Польше, и крепко так задумайтесь, а где вы можете иметь проблемы или наоборот жить счастливой жизнью. Да. Вообще, в целом, забегая наперед, скажу, что в польском бизнесе там, у вас должно быть там, как минимум 3 партнера, условно говоря, партнера. То есть 3 договора должно быть и 3 адекватных подрядчика. Это банк, который будет принимать ваши деньги и иногда их блокировать, и надо с ним как бы общаться, разбираться, а может быть вам нужны будут лизинги, кредиты, поэтому к этому надо внимательно относиться. Второй юрадрес, от которого тоже много зависит, потому что если вы не получите какое-то письмо или вам не уведомить о нем, а это был важный запрос от налоговой, то вместо того, чтобы просто спросить и сказать, окей, спасибо, они могут потом, прям целую проверку вам устроить. И третье – это бухгалтерия. Да? Это как бы очевидные партнеры. И юрист, да? Да, а вот неочевидное – это еще налоговый консультант, юрист, потому что бухгалтер вам не имеет права по закону советовать там оптимизацию налога. А вот налоговый консультант, специально на этой бумажке лицензия, имеет. Да? Юрист, причем желательно не просто юрист, а какой-нибудь адвокат, потому что у нас видео на канале уже, скорее всего, вышло про адвокатскую тайну, и это единственный, кто вас по закону не имеет права заложить. То есть вот ему прям можно все свои грешки рассказывать. Вот. Это уже такие неочевидные партнеры, плюс там кредитный брокер, допустим, вот, риэлтор. Это все те ребята, которые очень сильно могут вам в будущем украсить жизнь, облегчить ее. Да? Но возвращаемся к бухгалтерии. Я помогаю клиентам некоторые. Вы знаете, да, у нас консалтинговый бизнес, и мы один из продуктов, это мы помогаем вести компании для предпринимателей, инвесторов, которые не живут в Польше, не находятся в Польше. И вот я помогаю одному клиенту закрыть финансовый отчет. Бухгалтерия, понятное дело, на аутсорсе, потому что это гораздо дешевле, чем содержать своего бухгалтера и кадровика. И бухгалтер очень долго пробуксовывает, и я звоню ей, говорю, в чем проблема? Почему вы так относитесь к клиенту? Он же недовольный, он же уйдет от вас. И она говорит прямым текстом, это большая бухгалтерская компания, многие из вас ее там, возможно, даже знают, она там рекламируется, выступает. И она говорит, вы знаете, я, прямым словом говорит, я канцелярская крыса. Что вы от меня хотите? Мне, говорит, канцелярская крыса, говорит. Я говорю, да не, вы бухгалтер. Она говорит, нет. Я крыса. Говорит, канцелярская крыса. Что вы от меня хотите? Я, говорит, отработала свое. Пришла. Если мне не заплатил работодатель зарплату, я подам на него в суд. И мне абсолютно все равно, что там будет с клиентом. Уйдет он, не уйдет. Абсолютно, и вот прям таким текстом говорит, плевать. У меня так волосы просто шевелятся от этой всей истории. Поэтому, говорит, не грузите меня. Вот что покажете мне по документам, вот то я и подам в отчете. Где там, что, как делать правильно, я не могу вам советовать и не хочу этого делать. Все, до свидания. Вот. Это говорит о том, к сожалению, то есть, к счастью, не все бухгалтера такие, и мы для того, чтобы потом нашим клиентам советовать нормальных, вменяемых ребят, у нас, наверное, кладбище ненормальных бухгалтерских компаний намного больше, чем список проверенных подрядчиков, то есть список рекомендованных подрядчиков. И рекламная вставка. И если вы хотите получить такой список рекомендованных подрядчиков, вы можете поддержать наш канал и стать спонсором. Для второй или, по-моему, для второй категории спонсоров есть масса полезных ценных бонусов. Это шаблоны, чек-листы и в том числе список проверенных подрядчиков, которые мы собирали 5 лет. И вы такой получите, став нашим спонсором. Да, вот и там мы продолжаем смотреть. Там нет таких неадекватных бухгалтеров, да.
И это говорит о том, что вам нужно брать ответственность здесь за свой бизнес, понимать, что бухгалтер, возможно, у него не будет такой большой мотивации заниматься вашим бизнесом за 300 злотых с вашего проекта, что он там зарабатывает в месяц. 500, да. 500, да. Гулять так гулять. Поэтому вам нужно повышать свою компетенцию. И, вы, кстати, в правильном месте находитесь, вы в правильном канале, потому что наша миссия здесь как раз и помочь вам понимать, как вам легче без проблем смягчить вашу посадку, скажем так, в плане ведения бизнеса в Польше. Вот такой второй случай в плане менталитета. Занимаясь бизнесом, вы, как и я, задаетесь вопросом, существует ли какой-то способ достигать результата быстрее, лучше, зарабатывать больше денег, делать это выгодными способами. Я, как и вы, задавался этим вопросом все прошлые 5 лет. За время работы с нашими клиентами, за больше, чем 500 запущенных бизнесов на польском рынке для наших клиентов, я нашел ответ. Этим ответом я готов с вами поделиться. Есть такая фраза «to know exactly what to do and do it good enough». Вам нужно знать, что конкретно нужно делать в бизнесе, и делать этого достаточно. Лучший способ этому научиться — найти человека, который уже прошел этот путь и поможет вам перенять этот навык. Так получилось, что за прошлые 5 лет я научился это делать, проведя сотни консультаций для наших клиентов, создав эту насмотренность в рамках бизнеса в Польше, я этому научился. И сегодня у вас есть возможность взять эти навыки. Внизу под видео есть ссылка на анкету предзаписи, оставляйте заявку и до связи. Что у тебя? Есть какие-то у меня истории? Я бы хотел бы... У нас видео про «Что бы я хотел знать». Я говорил... Я бы хотел бы знать, это касается и Польши, и финансов, да. Я бы хотел бы раньше знать налоги в Польше, оптимизации налогов и вот все эти финансовые возможности и инструменты, которые есть. Понял? То есть идея в чем? Если бы я знал раньше, какие бывают формы налогообложения, когда заканчивается льготный период на jednoosobowej działalności по ЗУСу, да, он там через 2,5 года заканчивается, что есть там разные ограничения, тут тебе ВАТ 200 тысяч в год, тут ЦИТ до 2 миллионов евро, есть свободные экономические зоны, есть IP-бокс, Intelligence Box, где ты можешь 5% платить как айтишник, есть умова о dzieło прав авторских, где ты можешь 6% платить из 240 тысяч. Есть инкубатор, как бизнес, который ты можешь взять в аренду, по сути. Да, и есть финансовая грамотность, да, я сейчас в эту тему как-то топлю, разбираюсь, и я посчитал свои доходы и расходы, начиная с 2021, по-моему, года. Очень интересные цифры. Очень системно. Да, системно все это считалось, и я бы хотел раньше это знать. То есть я бы хотел раньше знать эту всю налоговую систему в Польше. И, это ж, вы понимаете, ребята, это к вам призыв, что в этом стоит разобраться. Если вы половину не поняли, что я сказал, то в этом стоит разобраться. И благо у нас на канале это можно сделать. Полистайте дальше в ленте наши видео, да, более старые. Там классные видео, которые актуальны, потому что налоги в Польше не поменялись за эти 3-5 лет, кстати, особо. Они записаны, и это то, чего нам не хватало 10 лет назад, потому что на тот момент поляки не могли этого объяснить нормально в меню. Да и до сих пор. Ну да. Если честно. Вот. Не все поляки даже знают, что есть бизнес-инкубаторы в Польше, да, условные, да, но это один из способов. Вот, поэтому и вот эта финграмотность, она еще экстраполируется на другие сферы, например, там понимание, покупать или не покупать квартиру в ипотеку, и действительно тайминг решает. Действительно, в истории Польши, если мы берем наши даже прошлые 10 лет, были моменты, когда стоило бы намного больше поднапрячься и держать именно эту историю в фокусе у себя. Делать себе кредитоспособность. И ты бы мог другими вещами обрасти. Да. Это не обязательно, что даже эта квартира, но ты бы мог бы другими вещами обрасти. Вот. Возникает вопрос, что будет дальше в Польше? Будет ли... люди же сегодня это видео смотрят, да, и как будто, знаешь, сегодня уже это все не работает, как будто сегодня уже поздно покупать квартиру, поздно покупать биткоин и все остальное. Но это не так.
Надо просто поднимать свои компетенции, и надо, исходя из этого, оценивать сегодняшнюю текущую ситуацию. Может покупать, нет, но может выгоднее снимать в аренду, но ту дельту и разницу, которую ты экономишь между кредитной квартирой, да, которая дороже будет стоить, и тем, арендной, платишь, да? можно заносить в разные бизнесы, в S&P 500, в фондовый рынок. Можно, вот у нас был подкаст сегодня про автомобильную сферу. Авто, да. Да, ты можешь купить там за 15 тысяч долларов машину и отдать ее в аренду. Вот этого мне не хватало. Окей. Тогда в продолжение твоей истории, наверное, правила игры про получение польского паспорта. То есть обычно люди, и я в том числе, я думал короткими итерациями. Для меня важно было понять, как мне получить карту побыта. Типа 1-2 года. Да. Вот мне надо получить карту побыту и все. А дальше... Ты знаешь, что сейчас куча людей, вот, кто на поселях Укр, я с ними общаюсь, со всеми, да, и они мыслят так же само, понял? Они, большинство в Украину не планирует возвращаться. Не знаю, ребята, напишите вы ваше мнение, планируете ли вы возвращаться в Украину? Особенно вы, белорусы. Да, особенно вы, белорусы. Я про украинцев. И они также мыслят, как и мы когда-то, да? Они такие, типа, у меня есть поселюкар, все. Да, либо я сейчас пойду на работу, получу карту побыту, сразу же уволюсь с этой работы или закрою свою фирму, и все. Да. А вот если бы я строил тогда путь не до карты побыту, с нуля до карты побыту, а с нуля до паспорта, то, проживя 10 лет в Польше, у меня уже был бы паспорт, да, а так мне еще полгода ждать до него придется. Да. Просто сразу же roadmap, то есть планировать не что будет дальше, а что будет дальше, когда вот это дальше произойдет. Точка С и не точка Б. Вот. Потому что в краткосрочной перспективе ты думаешь, окей, мне надо тут там 2-3 года прожить, там дальше посмотрим, там съемных квартир достаточно. А потом, когда ты понимаешь, окей, а у меня дети, а их же ж надо, в садик водить, и в школу, и надо медицина, чтобы была нормальна. И это же все равно надо где-то делать, и не получится всю жизнь челночником жить то там путешествовать. Где-то должна быть база, где-то должно быть место, где вот это все делать. Дети очень классно так прибивают к какой-то территории. В хорошем смысле, что ты задумаешься о том, что все равно же надо какое-то стабильное место, да? Все равно же ты где-то должен жить, где-то их водить. И в этом плане я бы хотел, чтобы мне 10 лет назад позадавали вопросы, а что ты хочешь через 10 лет? А что ты будешь делать, где ты будешь жить, когда у тебя будут дети? Когда тебе надо будет где-то иметь локацию. Поэтому финансовая грамотность, согласен, грамотность в плане легализации уже постоянной, да, уже раз в Европе, давайте уже добьемся до паспортов, чтобы себе, флаг поставить, пин, все, теперь вся Европа для меня открыта навсегда, а с польским паспортом даже Америка на 3 года, на 3 месяца. На 3 месяца. По безвизу. Вот этого, наверное, да, чтобы кто-то мне задал тогда вопросы, а что ты хочешь через 5-10 лет? А что отличает нас сегодняшних от нас 10 лет назад? Почему у нас не хватило ума задавать эти вопросы, задумываться о них? То есть как людям сейчас донести ценность этого? Это же очень важно. Это самая важная мысль, наверное, на всем YouTube-канале нашем, понял? Понимание и навык задавать эти вопросы. Но как им это донести, чтобы начали это делать? Как бы нам донести? Наверное, стоит провести честный разговор с собой, то, чего мы делаем меньше всего в жизни, да, мы же больше времени проводим с телефонами, мы общаемся с чужими рилсами, историями, вместо того, чтобы взять блокнотик, ручку и задать себе вопрос. Положите руку на Библию. Да. А что же ты, дорогой, сделать присягу. Хочешь через 5-10 лет? Давай сядь сам поговори, давай пообщайся со своей женой, посмотри на детей, спроси, что они хотят. Вот. И реально прострой свое будущее. Наверное, нам нужно у японцев поучиться, которые планируют не годами, а десятилетиями, иногда прям целыми такими декадами и столетиями. Мы планируем на такой короткий срок, потому что у нас есть общенациональная травма, как у украинцев, белорусов. То, что каждые 5-10 лет происходит какая-то шляпа. Понял? Да. И единственное, что мы можем знать... Что нам нужно сказать сейчас людям, чтобы они поменяли свое мышление? Понял? Может, давай их напугаем? Может, скажем, что произойдет, если они не будут этого делать? Да? Как Алексей Луконин. Вы знаете, что может случиться? Напугай, пожалуйста, людей. Да, вы знаете, что может случиться? Пройдет какие-то 5-10 лет, вы
проснетесь утром с болью в спине, скорее всего. В пояснице в основном. Да, или седалищный нерв. Да, не выспавшийся под будильнику, звук которого вы ненавидите. Вот. Сразу же посмотрите на свой телефон и увидите там 50 каких-нибудь сообщений, которые вам надо разгрести, это сразу же украдет у вас часть энергии. Посмотрите в зеркало, увидите там уставшего человека, которому, ну, может, там, он уже устал от того, чем он занимается, даже если ему нравилось этим заниматься 10 лет назад. И зададите себе вопрос: а как я, ну, вот эти вот 10 лет, как так получилось, что я их просрал? Как так получилось, что в моей жизни, в принципе, ничего не поменялось? Я так скажу, это можно внести в хайлайт. Это ж сколько нужно было сделать неправильных действий, чтобы дойти до этой точки в жизни. Да. Да? Ну, в общем-то, мораль какая этой истории? Учитесь задавать себе правильные вопросы. Я всегда говорил, человек — это не ответ, человек — это вопрос. Поэтому вопросы решают вообще. Вопросы начинают менять ваше мышление и начинают заставлять ваш ум искать на них ответы. Надеюсь, после этого подкаста у вас больше вопросов, чем ответов. Пишите, кто вы, чем занимаетесь, планируете ли вы возвращаться в Украину или нет. И весь ваш хейт, пожалуйста, все внизу. Мы с удовольствием это все прочитаем. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.